Так, значит, вы выйдете, и так коротенько, минут на 40, больше, я думаю, не надо, значит, дадите народу свою лекцию. Если к вашим детишкам Дед Мороз приходил со Снегурочкой, или если вас даже навещал одинокий Санта-Клаус, или Святой Николай, в зависимости от того, где вы живете, считайте, что ваша семья очень легко отделалась. Потому что в горных районах Австрии Святой Николай приходит к детям не только с мешком подарков. Он приводит с собой персонажа, которого Википедия элегантно называет козлорогим, антропоморфным воплощением наказания за грехи. Он наполовину козел, наполовину человек и на 100% исчадие ада, и его зовут Крампус. Крампус – воплощение зимних кошмаров. Он вооружен розгами, он грохочет цепями, и за плечами у него пустой мешок. Потому что он пришел не дарить подарки, он пришел наказывать тех, кто подарков не заслужил. И если ты плохо себя вел, не слушался родителей, получал двойки, разбрасывал игрушки, дрался с братом и плевался в сестру, то у доброго духа Рождества в красном кафтане для тебя нет игрушек и конфет. С какой стати? Тобой займется другой фольклорный персонаж. Поздно плакать, поздно просить прощения. Крампус вытащит тебя прямо из кроватки, сунет в свой мешок и уволокет куда-то в темноту. Никто не знает куда. Поверья об анти-Деде Морозе весьма вероятно ведут свое начало еще с дохристианских времен. Первые письменные источники относятся к XVI веку. Но к этому времени в деревнях Горной Австрии все уже давно верили в Крампуса. И у местных детишек была двойная мотивация хорошо себя вести. Его имя, Крампус, происходит или от слова «кокоть», или от слова «мертвечина». Его описывают по-разному, но все сходятся на том, что он рогат, волосат, клыкаст и с длинным раздвоенным языком. А еще у Крампуса по меньшей мере одно копыто, а может и два. Он грохочет цепями на ходу. Эти цепи символизируют то, что этот бес был схвачен и покорен христианским святым, святым Николаем, он же Санта-Клаус. Но Крампус может замотать в эти цепи нехороших детишек и уволочь с собой. Потому что все знают, что темными зимними ночами в альпийских деревнях детишки исчезали бесследно, и никто их больше не видел. Люди! Ау! Может быть, Крампус утащил их себе в пещеру и съел, а может быть, утопил в проруби, а может быть, транспортировал прямиком в ад. Если бы я была австрийским ребенком 17 века, я бы училась на одни пятерки и все свободное время проводила в церкви. Чтобы молодежь не забывала заповеди, 5 декабря, в день Крампуса, во всех альпийских деревнях проводился Крампуслауф, пробег Крампуса. Молодые люди, одетые в звериные шкуры и страшные маски с огромными рогами, неистово носились по улицам, гремели коровьими бубенцами на шеях и пугали добрых людей до икоты. Трезвыми они не были никогда, это был такой Хэллоуин для взрослых. И католическая церковь пыталась запрещать эти непотребства, смахивавшие на дьяволопоклонство. Но попробуй запрети что-нибудь в горных деревнях на несколько месяцев, отрезанных снегом от цивилизации. Происхождение Крампуса дискутируется. В принципе, вы можете встретить во многих местах в интернете заявление о том, что Крампус был якобы сыном скандинавской богини подземного мира Хел, то есть родственником Локи. Но на самом деле, если вы попытаетесь найти источники этой информации, то они приведут вас к одной единственной статье в National Geographic, в которой тоже нет ссылок. Весьма вероятно, что это заявление базируется или на комиксе, или на художественной книжке. Но существует другая альтернативная версия происхождения Крампуса. Точнее, не Крампуса, а этого дуального божества, которое воплощено в паре Святой Николай-Крампус, который одновременно раздает награды и наказывает. Возможно, что эта концепция произошла от древних, еще языческих поверий в альпийскую богиню по имени Фрау Першта, которая могла представать перед вами, в зависимости от вашего поведения, или как добрая белая богиня, или как злая кошмарная ведьма. Согласно альпийским легендам, зимой фрау Першта ходила по деревням и
и заходила в дома. И она точно знала, хорошо ли себя вели дети в этом доме и молодые слуги, добросовестно ли они выполняли свои обязанности. И если да, то она оставляла им маленькую серебряную монетку в башмаках. Но если нет, уведите своих детей от телевизоров. Я абсолютно серьезно говорю. Даю им 2 минуты. Увели? Так вот, если вы плохо себя вели в прошлом году, фрау Першта распарывала вам живот, вытаскивала внутренности, набивала вашу тушку соломой и камнями. Кошмары, ненародные поверья. Наша Баба-Яга после этого кажется милой старушкой со страстью кулинарии. Так вот, имя богини Першты во множественном числе, Перштен, превратилось в название младших духов ее свиты, которые роились вокруг нее. И рогатые волосатые маски этих Перштен носят на фестивалях в горных районах Австрии с древности. И они очень-очень напоминают Крампуса. Парни надевали эти маски и ходили от дома к дому, отгоняя злых духов. Это было местный аналог колядок. Когда христианство возымело достаточную силу над умами местных жителей, оно инкорпорировало эти древние мифы, предварительно заковав языческих башков в цепи и передав их под командование святого Николая. И так родился Крампус. То есть, строго говоря, это сравнительно новый персонаж, но со старыми корнями. Похожие персонажи существуют во многих районах Центральной Европы. Тамошний Крампус не пытался вас сожрать или утопить в проруби. Он просто отбирал у плохих детишек подарки и оставлял взамен позолоченную веточку. И эту веточку вывешивали на видное место в доме и хранили целый год. Как напоминание о том, как ты проштрафился в прошлом году и что нужно изменить свое поведение на более социально приемлемое. Эти посеребренные или позолоченные веточки олицетворяли розги, потому что Крампус также очень часто появлялся с пучком розг и наказывал вас прямо на месте. Вы, скорее всего, услышали о Крампусе, может быть, несколько лет назад, когда миф о Крампусе добрался до Америки и для всех остальных стран. Коммерциализация Крампуса произошла не в последние годы отнюдь. Все началось в Австро-Венгрии в 80-х годах XIX века, когда по стране начали ходить рождественские открытки, изображавшие Крампуса в компании святого Николая, и таким образом эта локальная местечковая идея начала распространяться далеко за пределы горных районов, где она была рождена. Художники, рисовавшие эти открытки, были горожанами из центра страны и, строго говоря, понятия не имели, как Крампус выглядит и что он вообще делает. И в результате на открытках он стал похож то на какого-то совершенно кошмарного дьявола, похищающего перепуганных детей, или на щеголеватого черта, который заигрывает с не очень благонравными дамочками, которые плохо себя ведут. И постепенно открыточный Крампус совершенно перестал быть пугающим и превратился в какой-то пародийный персонаж, в предшественника Купидона, который оккупирует следующий праздник, посвященный католическому святому мученику. Но это уже случится, когда зима подойдет к концу, день удлинится, зазвучит капель, и я отправлюсь в леса на поиски святого Валентина. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Мы живем в такое время, когда трудно верить в Деда Мороза. Кажется, ну какие сейчас могут быть подарки? С другой стороны, идея наказания начинает греть душу. Начинаешь составлять списки в голове. Этому инсульт, этому инфаркт, этому камней за пазуху. Так оглянешься и думаешь, а есть ли кто-нибудь, кто еще не виноват? Ощущение такое, что весь мир достоин того, чтобы Крампус запихал его в свой мешок и утопил в проруби. Крампус – это тень Деда Мороза. Это воплощение того, как добро в стремлении наказывать превращается в зло. И поэтому держитесь светлой стороны. Оглянитесь вокруг и найдите людей, которые делали добро и которые достойны подарков. Это несправедливо будет, если мы забудем о них. Не наше дело махать розгами и греметь цепями. Кто-то должен оставаться Дедом Морозом. На сегодня у меня все. Спасибо вам за то, что вы были со мной в этом году. Отдельное спасибо моим подписчикам на Бусти и Патреоне. Без вас этот канал бы не выжил. Если вы не знаете, что такое Бусти и Patreon, я оставлю внизу ссылки и специально сделаю открытый пост для всех, чтобы вы поняли, что это такое и с чем это едят. У меня есть масса новых интересных проектов на следующий год, поэтому в следующий раз мы встретимся с вами через 2 недели. Старый Новый год. А на следующей неделе у меня будут каникулы, которые я посвящу в основном разработке этих самых новых проектов.
С Новым годом вас! Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания.